Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Активный циклон, круживший над Черным морем, стал причиной непогоды на турецком побережье. Пока одни регионы Турции засыпало снегом, другие активно заливало водой. 19 ноября Генеральное управление метеорологии Турции опубликовало оранжевое предупреждение для 29 городов, но в течение дня это количество выросло до 41 города. Из-за непогоды многие рейсы, которые летят из Стамбула в Москву, были задержаны. Сильный ветер повредил крыши более чем на 60 домах, повалено почти 300 деревьев, более 100 домов подтоплено. Сухогруз «Паллада», плавающий под флагом Панамы и стоявший на якоре в порту Эрегли провинции Зонгулдак Турции, из-за шторма разломился на две части. Двигавшаяся к берегу часть корабля ударилась о бетонные стены гавани и повредила амфитеатр на берегу. Обошлось без жертв. Спасатели успели эвакуировать всех 13 членов экипажа. Осужденных тюрьмы, расположенной в Зонгулдаге, пришлось экстренно эвакуировать из-за повышения уровня воды в Черном море. Проливной дождь также повысил уровень воды в Мраморном море, в результате чего были затоплены прибрежные территории района Чинарджик, провинции Ялова. В некоторых регионах прекращена передача электроэнергии. Сильный снегопад вызвал проблемы на автомагистралях в разных частях страны. На плато Дильмеджа в Ялове высота снега достигла 15 сантиметров. Вблизи Турции грузовое турецкое судно «Кавкаметлер», следовавшее из России, подало сигнал бедствия, после чего перестало выходить на связь. Об этом сообщило турецкое издание Тертхейба. Отмечается, что связаться с судном не удалось. Добраться до него также не получилось из-за плохих погодных условий. В Главном управлении морских дел пообещали начать поисковые мероприятия с помощью авиационной и морской техники, как только это позволят погодные условия. На борту «Кавкаметлер» находится 12 членов экипажа. Судно перевозит 1542 тонны ферросилиция. Непогода на прошедших выходных накрыла и юг Украины. Сильный ветер и осадки наблюдались в Одесской и Николаевской областях. Коммунальные службы Одессы уже более 2 суток подряд ликвидируют последствия сильного ветра с дождем и снегом. Порывы ветра достигали 25-30 метров в секунду. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 26 линий и 568 подстанций, что позволило вернуть свет для более чем 26 тысяч домов в 65 населенных пунктах области. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Больше всего от непогоды пострадали Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 23 воздушных линий и 342 высоковольтных и трансформаторных подстанций. В Николаеве сильный ветер повалил десятки деревьев, а река Южный Буг отошла от берега местами на 50-70 метров, по словам местных жителей. В воскресенье дождь сменился снегом. Власти вывели снегоуборочную технику на дороги города. В Николаевской области на утро понедельника в результате непогоды отключенными от электроснабжения остаются 35 населенных пунктов.
Доминиканской Республике продолжается ликвидация последствий сильных наводнений, накрывших страну накануне. Более 2500 человек были спасены, а более 2600 домов пострадали от урагана за выходные. Так сейчас выглядят улицы в Санто-Доминго-Оэсте после стихии. А это провинция Асуа на юге Доминиканской Республики после проливных дождей в субботу. Автострада номер 10, проходящая через центр Лос-Анджелеса, теперь полностью открыта чуть больше, чем через неделю после того, как сильный пожар стал причиной ее закрытия. Бригады укрепили автостраду и продолжаются работы по ремонту поврежденных бетонных колонн под ней. Небольшой торнадо сняли местные жители в Старвеле в штате Аризона. Торнадо был непродолжительное время. Об нанесенном им ущербе не сообщалось. В минувшие выходные внутри юго-восточного кратера вулкана Этна возобновилась тромболианская активность. Вулканическая дрожь стала значительно сильнее, и колебания достигли средневысоких значений. Последние несколько недель вулкан стал значительно активнее. Этна – один из самых активных вулканов Европы, и в течение последнего десятилетия находится в состоянии практически постоянной активности. Извержения могут происходить несколько раз в год и даже в месяц. По данным исследователей Смитсоновского института, нынешний период извержений начался в 2013 году. На реке Ирань в Кировской области заметили ледяные блины. При температуре воздуха, близкой к 0 градусам, на поверхности водоемов может образовываться ледяное сало. Такая форма льда в виде густого слоя мелких ледяных кристаллов, плавающая на поверхности. При выпадении снега и понижении температуры воздуха ледяное сало обрастает снежной коркой, образуя так называемую снежуру. Ветер разделяет снежуру на части. Замерзшие образования шлифуются ветром и водным течением, приобретая округлую форму, похожей на блины или диски. Диаметр таких блинов может колебаться от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Спасибо за просмотр.